Тот случай, когда бренд соответствует своему названию. Редкий робот, у которого в док-станции полноценный дисплей. На редкость мощная вертикалка, сила всасывания выше, чем заявлено. Редкий, я бы даже сказал уникальный моющий пылесос, который моет не только полы, но и окна, стены, даже ковры. Для этого в комплекте дополнительные насадки. Моторный блок Redkey W12 Pro напоминает протонный рюкзак из охотников за привидениями, только более удобный, потому что его можно катать по полу. Насколько хорошо этот пылесос справляется с разными задачами и насколько им удобно пользоваться, попробуем разобраться в фирменном обзоре Best Robot. Сперва оценим содержимое коробки. Основной блок с лапой для уборки пола. Док-станция с поддоном и органайзером. Адаптер с евровилкой. Длинный гофрошланг, почти такой же, как у вас в душевой кабине. Шпага с мягким наконечником и скрытым ножом в рукоятке. Мобильная станция с нарисованными ногами. Только не спрашивайте, для чего она нужна. Насадка для мягких покрытий. Щелевая насадка 2 в 1. Насадка для окон. Удлинительная штанга с рукоятью и кнопками. Фирменная сумка Авоська Style. Теперь будет с чем ходить в магазин. Инструкция на русском языке. Как для моющего пылесоса, комплектация весьма солидная. Не хватает разве что запасного фильтра и валика, но их можно купить на маркетплейсах или на сайте производителя. Из характеристик можно выделить топовый аккумулятор на 5200 мАч и неплохую, как для моющего пылесоса, силу всасывания. На момент подготовки обзора за эту модель просят до 30 тысяч, что не так уж много с учетом комплектации. Актуальную цену и отзывы реальных владельцев найдете в телеграм-канале Best Robot. Кстати, раз в месяц среди подписчиков мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку, робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Ссылка в описании под роликом. Первая отличительная особенность Redkey W12 Pro. Основной блок отстегивается от корпуса, чтобы его можно было возить по квартире, мыть окна и ковры. Транспортировочная ручка придется как раз кстати. По сторонам от моторного отсека выдувные отверстия. На левом плече дисплей, а справа устанавливается резервуар для чистой воды объемом 500 мл. Заливное отверстие небольшого диаметра, подкраник встроенного фильтра. Используйте очищенную воду, чтобы пылесос прожил дольше. По центру вставляется колба рабочим объемом 380 мл. Через носик в контейнер поступает грязная вода. Уровень заполнения контролируют электроды. Фильтрация тройная. Помимо стандартного набора в виде мелкой и чистой сетки и HEPA-фильтра есть губчатый фильтр. Это плюс. Основные кнопки управления размещаются на рукояти под большим пальцем. Включение-выключение мотора, сухая и влажная уборка. Отдельная кнопка внизу запускает самоочистку после установки на станцию. Нажатие на кнопки сопровождается голосовыми подсказками. Redkey W12 Pro говорит на русском языке, причем стихами. Включение питания. Режим ожидания. Но если вы во всем разобрались и еще один поэт в доме не нужен, просто нажмите на колокольчик под ручкой. Особого внимания заслуживает лапа W12 Pro, потому что она инновационная. Во-первых, сбоку сделали ролик, чтобы пылесос плавно шел вдоль стены. Во-вторых, на торце валика установили щетинистую щетку. Идея инженеров заключается в том, чтобы можно было выметать соринки у плинтуса. Но, по-моему, лучше бы они удлинили валик, чтобы он промывал вплотную к стене. В остальном конструкция обычная. Крыло снимается, открывая доступ к раструбу. Отжимаем фиксатор и достаем валик. Мохнатость стандартная, плотность средняя. При необходимости торцевую щетку можно снять и прочистить. Валик смачивается по всей длине из 8 форсунок. Благодаря этому качество мытья должно быть высоким. Проверим это в ходе тестов. На подошве наблюдаем силиконовый скребок. Он собирает остатки жидкости. Опорные ролики за раструбом. Волос будет наматываться немного. И большие колеса. Могут ездить даже по коврам, а это может потребоваться. Отдельного резервуара для моющего средства в лапе нет, но его можно добавить в бак для чистой воды. Кстати, на маркетплейсах можно найти фирменный шампунь для этой модели. Для чего он нужен, покажу чуть позже. Док-станция приезжает в собранном виде. Сверху клеммы, сзади гнездо для адаптера. В поддоне углубление, где пылесос полощет валик. По бокам разъемы для ёршика и рабочего инструмента. Его нужно вынимать и ставить на просушку, поскольку автоматической просушки нет. Как и мест для хранения аксессуаров. Их придется сложить в фирменный мешок и держать где-то в шкафу, либо повесить на рукоять пылесоса. Крутой лайфхак от Best Robot. Ставь лайк. Рукоять, как обычно, вставляется до щелчка. Если захотите помыть окно или отвезти пылесос на дачу, отвертка не понадобится, фиксатор можно отжать пальцем.
Для удобства использования моторного блока служит мобильная станция, в которой этот увесистый блок удобно возить по квартире. Пройдемся по дополнительным аксессуарам. Гофрошланг не только собирает отработанную воду, но и подает чистую по отдельной трубке. Разъем гофрошланга фиксируется в мобильной станции, чтобы его невозможно было случайно выдернуть во время уборки. В гофрошланг подключается любая насадка, например, для мытья окон. Форсунку, которая распыляет воду, можно отрегулировать в двух позициях – больше-меньше. Впереди расположено два скребка, в зазор между которыми засасывается отработанная жидкость. Насадка для мягких покрытий с пучковой щетиной и узким раструбом. Брызгаем воду на ковер из форсунки, работаем щеткой и собираем грязную воду. Крыло раструба снимается, чтобы можно было извлечь застрявшую шерсть и соринки. Даже щелевая насадка с подачей воды. С такой насадкой фраза «мочить в сортире» играет новыми смыслами, особенно если там стоит кошачий лоток. В целом, Redkey W12 Pro порадовал качеством исполнения и продуманной конструкцией. С таким пылесосом можно помыть всю квартиру. И не только в теории, но и на практике. Заряда батареи хватило на 35 минут. Это средний показатель, как для моющего пылесоса. Но для квартиры полезной площадью 80 квадратов этого времени хватило с избытком. Еще и 40% заряда осталось. Качество ежедневной уборки меня устроило. Без проблем удалось оттереть даже пятна. По итогу вода в контейнере мутная и грязная, как и положено. А валик выглядит почти чистым, не считая намотавшихся волос. К минусам можно отнести громоздкость и вес пылесоса. Он на 300 грамм тяжелее аналогов и в полном сборе весит 4,8 килограмма. Вести вперед не составляет труда, поскольку насадка едет сама, нужно только направлять ее. А вот маневрировать бывает сложно, особенно в захламленных местах. Еще один минус – маленькие резервуары. В процессе уборки я трижды выливал грязную воду и дважды делал дозаправку. Шум во время работы достигает 74 дБ. Среднее значение. Бывают куда более шумные, а бывают и более тихие аппараты. При этом сила всасывания у Redkey сравнительно высокая. В щелевом тесте он всплошную зачистил стенд от 2 до 8 мм, а местами вытянул 10. Для влажной уборки такой тяги должно быть более чем достаточно. Но сперва проверим качество сухой уборки. Мусор разной фракции пылесос собирает бодро, по наполнителю не скачет. Лучше всего работает центральная часть валика. В периферийных зонах остаются соринки, которые приходится подбирать дополнительными проходами. Торцевая щетка однозначно приносит пользу, но отдельные соринки все равно пропускает. По итогу почти весь мусор в пылесборнике. Фильтры забили шерстью и мелочевкой. Их нужно чистить и промывать. На ковролине W12 Pro показал себя эффективнее. Соринки не разлетаются по сторонам, на каждом участке достаточно 2 проходов. А вот с мохнатым ковром подопытный ожидаемо не справился. Собирает мусор на поверхности и с глубины достать не может. И это вполне нормально, потому что моющий пылесос предназначен для влажной, а не для сухой уборки. Разлитые жидкости Redkey W12 Pro затягивают с первого же прохода, причем независимо от консистенции. Кофе, молоко или сок. Никакая авария на кухне пылесосу не страшна. Пьяный гость промазал мимо шашлыка и побрызгал кетчуп на пол? Нет проблем. Кот опять попытался слопать майонез? Для Redkey это пустяки. Поторопились, когда готовили омлет, пол будет чистым, даже скорлупы не останется. Доширак-тест тоже успешно пройден. Главное откусывать кучку с разных сторон и не спешить. Касательно уборки вдоль стен. Результат хороший, но в сантиметровой зоне остается загрязнение, которое придется устранять вручную. Переходим к экстремальным тестам. Если в доме большая собака, а на улице прошел дождь, эта картина будет вам знакома. Но Redkey W12 Pro не боится абстракционизма. Первую полосу вымывает с первого прохода, но валик не успевает очиститься в процессе вращения и начинает оставлять следы, из-за чего каждый участок нужно проходить по 10 раз. При работе с такими загрязнениями лучше делать промежуточную очистку на станции. Самое сложное – присохшие пятна. Кофейный прямоугольник удалось убрать за 3 прохода. Еще несколько раз пришлось помахать, чтобы вытереть окантовку. Та же ситуация с присохшим соком. Понадобилось 3 прохода и еще столько же до идеального результата. С кетчупом та же ситуация, что у аналогов. В принципе, W12 Pro может справиться с такой задачей, но овчинка выделки не стоит. С помощью классического ведра и не менее классической тряпки такое загрязнение можно отмыть в 5 раз быстрее. Резюмируя проведенные тесты, могу сказать, что Redkey W12 Pro отлично убирает поверхностное загрязнение любого характера, включая пятна сока. По сложным загрязнениям, таким как грязь или кетчуп, стандартные результаты. Правда, без использования моющего средства. С ним пылесос наверняка бы справился быстрее. В конце рабочего цикла Redkey промывает валик в поддоне станции. После тестов с жидкостями валик неравномерно окрашен в бежевый цвет. Ставим пылесос на станцию и нажимаем волшебную кнопку. Автоматическая
Очистка щеточного валика. После этой фразы Redkey полощет валик 10 секунд и переходит в следующую фазу. Очистка воздуховода. Потом опять полощет валик, опять засасывает воду и так 1,5 минуты. Станция израсходовала 150 мл жидкости, и этого хватило, чтобы сделать валик практически чистым, хотя на правом крае остались следы сока. Цвет жидкости в колбе говорит сам за себя. После кофейного теста на валике видны полосы. В местах, где стоят форсунки, он смог очиститься в процессе вращения, но в промежутках между форсунками остался кофейный окрас. Самоочистка исправляет ситуацию, теперь вся поверхность чистая. После сочного теста наблюдаем такие же полосы, только более насыщенные. Полосатость прослеживается и после самоочистки. У левого края остались откровенно непромытые участки. Кетчуп равномерно окрасил валик за исключением 5-миллиметровых зон по краям. После промывания на станции инструмент пылесоса стал заметно чище. Интенсивность красного цвета снизилась, хотя рыжий оттенок остался. После грязевого теста поверхность валика представляет собой чередование темных и чуть более светлых полос. Станция существенно улучшила состояние ворса. В раковине стирать валик не обязательно. Общее впечатление от самоочистки выше среднего. При регулярной уборке станция сможет содержать валик в чистоте. Жаль только, что сушить его нужно самостоятельно. Однако влажной уборкой возможности Redkey W12 Pro не ограничиваются. Посмотрим, можно ли с его помощью отмыть сильно загрязненное окно. Обильно смачиваю стекло из форсунки и тут же собираю стекающую жидкость скребком. Несмотря на всю мою молодцеватую прыть, несколько струек все-таки убежали вниз. Так что перед началом работы обязательно кладите под окно большую тряпку. Еще один быстробот лайфхак, достойный вашего лайка. Качество уборки меня порадовало, особенно учитывая затраченное время. 1,5 минуты на пол окна. Можете сравнить промытую и нетронутую половину. Ни пятен, ни разводов не осталось. Вот это поворот. Роботы-мойщики нервно курят. Стекло в душевой требует предварительной подготовки с моющим средством. Можно использовать для этих целей фирменный шампунь. Затем включаем пылесос и быстро завершаем уборку. Тот же фокус можно провернуть со стеклами машины. Плитку в ванной комнате тоже моет без проблем. Щелевая насадка подойдет для труднодоступных участков, например, для оконной рамы. Хотя весь потенциал этой насадки раскроется при уборке в автомобиле. Насадка с пучковой щетиной может сделать то, о чем вы мечтали все эти годы – помыть кошачье кресло. Распыляем и тут же собираем жидкость с поверхности вместе с грязью. Конечно, после такой уборки обивка останется влажной, понадобится какое-то время на просушку. Такие работы лучше выполнять жарким летом. В теории этой насадкой можно помыть матрасы и подушки с одеялами, если нет возможности их постирать. Но максимально полезной она будет при уборке преддверного коврика, ну или большого ковра, если есть где расстелить его и помыть. Например, в ванной или во дворе частного дома. Лично я с удовольствием привел в порядок затертый коврик для мышки. Пора подвести итоги. Redkey W12 Pro. Настоящий комбайн для домашнего клининга. Он моет пол и тут же засасывает грязную воду, как это делают обычные моющие пылесосы. Но кроме этого, с помощью специальных насадок моет окна и стены, ковры и мебель, поможет убрать в машине. На полу хорошо справляется с пылью, свежей грязью, любыми жидкостями и пятнами средней тяжести. Во время уборки окна промывает вдоль штапиков и не оставляет разводов. К существенным недостаткам я бы отнес громоздкий моторный блок, который иногда мешает при маневрировании, и отсутствие просушки валика. Его нужно каждый раз вытаскивать и ставить в органайзер. По системе оценки Best Robot Redkey W12 Pro набрал 89 баллов и с большим отрывом занял первое место в рейтинге моющих пылесосов. Конкурентов с такими возможностями уборки просто нет. И если у вас есть опыт использования этого пылесоса, обязательно поделитесь им в комментариях. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и нажал лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров!